Ребята, привет! В опроснике, который мы затеяли пару недель назад, был такой вопрос. Какой рецепт вы выберете для окрашивания натуральных волос 7 уровня в цвет 12-19 красителями Schwarzkopf Professional? В принципе, все рецептуры ответов в этом опроснике рабочие. Они имеют смысл. Но давайте разберемся, какой же из них более рациональный и безопасный. Начнем с первых двух. Первое, что нужно помнить, что прядь в палитре не показывает финальный результат окрашивания блонд. Такой результат могут показать пряди в палитре Igora Royal с 1 по 9 уровень при окрашивании на 6% и при работе только тон в тон. С блондами все не так. Палитра осветляющих оттенков 10 и 12 уровня, а также тонирующих ряда 9,5 показывает только направление цвета, но не учитывает концентрацию оттенка и уровень глубины тона. Цифровое обозначение уровня глубины тона обозначает силу изменения уровня глубины тона, степень осветления. Красители 10 и 12 уровня используются только с высокими процентами окислителя 9% и 12%, потому что они предназначены только для осветления волос. Они содержат небольшое количество пигментов, которые предоставляют нейтрализацию теплого фона осветления. То есть этот краситель сначала производит процесс осветления и только потом формирует тонирующие пигменты. Все это происходит за одно нанесение. То есть первые 30-40 минут краситель просто осветляет натуральный волос. Затем осветляющая способность снижается и начинается процесс полимеризации, формирования цвета. Если такой краситель не выдержит 50-60 минут, то волос не доосветлится и не произойдет формирование тонирующих пигментов. В результате вы получите рыжие или желто-рыжие волосы. Что делать? Доосветлять и дотонировать. Если такой осветляющий краситель замешать на более низком проценте окислителя, например, 6%, то получится все то же самое. Волос не доосветлится, и вы получите те же рыжие волосы. При этом краситель для волос станет более опасным, потому что он высокощелочной, и он должен работать с высоким процентом перекиси водорода. Иначе его активность уйдет в повреждение волос без достаточной степени осветления. То же самое с использованием осветляющего красителя с 2- и 3% окислителем. Осветляющие красители предназначены для осветления только натуральных волос, не осветленных, не обесцвеченных, не ранее окрашенных. У осветляющего красителя задача максимально разрыхлить натуральный волос и осветлить натуральный пигмент на 3-4 уровня. Если вы используете осветляющий краситель, а это 10-12 уровень в Igora Royal, то даже на маленьком проценте окислителя он будет максимально разрыхлять тот волос, на который вы нанесете этот краситель. Нанесете на осветленный волос – будет разрыхлять его. Нанесете на обесцвеченный – будет разрыхлять его. А высокощелочная составляющая будет все больше и больше разрывать дисульфидных связей внутри волоса. И в результате волос отвалится. Если не сегодня, то через неделю-другую. А как безопасно красить любые волосы, смотрите в моем онлайн-курсе Color Magic Tani Shark на сайте salonlondon.ru.